Всем привет, всем привет! Я сегодня начинаю свой новый влог и начинаю его прямо с распаковки посылки. Это пришла пряжа. Я в прошлом влоге говорила, что я очень так загорелась вязать шапки с жаккардом, на которые меня вдохновила. Я вдохновилась на канале Кати Юдиной, даже записала, как она там вяжет. Ну и посмотрим, что из этого выйдет. И начнем, пожалуй, с распаковки посылки. Кстати, заказывала я даже в том магазине, на который она оставляла ссылку. Очень мне нравятся сейчас вот эти крафтовая упаковка. Она приятная. Заказала пряжу Drops Nepal, и я ее сейчас разверну для того, чтобы не шуршать. Я заказала вот в таком магазине. Они даже вот прислали, видите, мне очень нравится. Это Drops Sky, Drops Air, Drops Melody, Drops Soft Tweed. Очень приятная пряжа. Очень, кстати, спасибо, потому что действительно одно дело, когда ты это видишь просто на сайте, в компьютере, и совсем другое, когда это тактильно, все пощупал. В общем, очень здорово. В основном я заказывала на мужские шапки. 2-3 мужские шапки. Но вот сейчас я смотрю на эту палитру, и я так думаю, что не совсем на мужские шапки я заказывала, в том числе я думала и о себе. Но вот этот цвет, который я считала красным, он оказался такой больше розовый. На сайте, к сожалению, отсутствовал зеленый лесной, темный. Мне пришлось взять вот такой олива называется. Так как я никак не могла подобрать серо-синюю гамму, то я выбрала коричнево-бежевую. Узор я подбирала такой простой, традиционный. Это ромбики, зигзаги, ничего сложного, с небольшими протяжками. Ну и буду показывать, что у меня получается. Хочу с вами поделиться уже определенным результатом, но это не первый вариант, хочу сразу сказать. Но на этом варианте я, пожалуй, остановлюсь. Я имею в виду узор, потому что у меня был немного другой вариант. До этого был более традиционный узор, такой зигзаги, ромбики. И у меня было сразу 3 цвета, вот такие. И зеленый был совсем чуть-чуть, это цвет оливка. А вот эти я цвета подпишу, потому что сейчас не готова. Я поснимала эти этикетки, уже надо будет и для себя тоже подписать, потому что со временем это все забудется. Значит, ромбы у меня были вот этим цветом, то есть резинка такая, а дальше шел вот этот цвет. Мне не очень понравилось. Может быть, я сочетание неправильно выбрала. В общем, что-то было не так. В итоге я нашла вот такие елки на белом цвете. Ну, это не совсем белый, но вот такой цвет. И, ну, как будто на снегу, да, зимний такой вариант. Мне очень нравится, что это ярко так. Значит, да, узор это точно будет. Протяжки у меня внутри есть. Перекручиваю нить, когда идет больше 3 петель. Тогда я перекручиваю. А так нет. Теперь по убавкам. Это уже не первые. То есть разметку я сделала на 6 клиньев. До этого у меня уже была макушка. Значит, я дошла как бы до какого-то размера своего, там 21 сантиметр, и решила резко сокращать. Мне не очень понравилось. Я вот уже распустила и решила сокращать клиньями. Я поделила на 6 клиньев и буду делать так. Вообще шапки, я уже когда-то говорила в видео, это не моя территория. Я как-то себя не свободно чувствую с мелкими аксессуарами. И мне всегда надо какое-то описание, но я с этим борюсь. Вот, допустим, носки я уже считаю, ну, одолела. По крайней мере, ну, я так считаю, потому что до этого мне казалось это что-то очень, во-первых, сложное и вообще не мое. Значит, следующие шапки. В шапках
То есть я уже определилась, что мне идут свободные, ну, так, чтобы свободно сидела по голове. Я так люблю. Мужчины, наоборот, как-то в большей степени любят, когда это все плотно сидит. Значит, то есть ширина шапки меня как-то не очень смущает. Ну, то есть узко, значит, сделай шире, широко, значит, сделай уже. Самая тут основная проблема, я считаю, это макушка. На сантиметр больше – плохо, на сантиметр меньше – плохо. То есть попробуй как-то подобрать. Тем более они сейчас есть и быстро заканчиваются, и кругленькие, и вытянутые. Кому что нравится и как лучше смотрится, в этом как бы вся суть. Вот, допустим, я попробовала одну макушку, которая быстро как бы смыкалась, то есть шла прямо, и потом я ее подсобрала. И мне вот не очень понравилось. Значит, я почему-то забыла, то есть я заказывала пряжу, спицы, там все, и абсолютно забыла заказать наперсток для жаккарда. Как-то вот маленькие магазины такие, которые были возле меня, позакрывались, не выдержали они локдаунов, поэтому приходится все заказывать в интернет-магазинах. Ну и отдельно, конечно, его и заказывать не буду, поэтому держу просто так. В моих мыслях и по заказу, то, как я заказывала, как раз были мужские шапки. Хочу их сделать на подарок веселыми, новогодними. Это будут подарки под елку. Обязательно тут будет помпон из ниток. Кстати, помпоны тоже еще посмотрю, как их делать. Я их еще не делала никогда. В общем, у меня такое первооткрывание. Но елки эти мне нравятся. Если поначалу я подбирала узоры, это были в основном, ну, уже готовые узоры, там это были квадраты, ромбы, там с разными расцветками, зигзаги. То сейчас вот мне понравились очень эти елки. Я уже думаю, что, возможно, я все их сделаю. Может еще быть и голубая ель, почему бы и нет. Ну, хотелось бы прикольные шапки. В общем, мне кажется, что такие шапки в любом возрасте, ну, может быть, цвет может быть другой, более спокойный, либо наоборот более яркий. То есть по возрасту они абсолютно хорошо подойдут для всех. Ну и буду вязать дальше. И пока сохнет моя шапка, и я выбираю, каким цветом мне сделать помпон, поговорим немножко о цветах. Значит, вот этот зеленый, это цвет 7238. Я себе уже подписала, что это олива. Вот такой орех, по-моему, он назывался на сайте. Сейчас скажу, 0612. Красивый цвет. Дальше вот этот такой голубой, приглушенный голубой, 7139. Такой, он не красный, он больше к розовому, 8608. Такой цвет очень, по-моему, Camel этот, 0618. И вот этот такой неравномерно розовый, приглушенный, 8912. Красивые цвета. И немножко о том, какой же будет следующий вариант. Мне, например, с вот этим коричневым, ну, как для мужской шапки, например, нравится вот это сочетание с голубым. С зеленым вроде тоже неплохо, но с голубым мне как-то нравится это больше. И, скорее всего, да, ели же тоже бывают голубыми. Елки вполне могут быть голубыми. Вот этот такой очень красивый базовый цвет. Ну вот я думаю, с каким мне его сделать. Как-то для мужской шапки я уже не понимаю, с чем мне его сделать. Может быть, это будет зеленый. Возможно, с коричневым. Тоже вот, допустим, да, сочетать. Убираем розовый, зеленый, а наверх, либо наоборот, вот этот будет как манжет,
а дальше коричневый и зеленый сочетать. В идеале, конечно, купить каждый цвет и здесь уже комбинировать его, потому что так трудно определить, какой именно цвет ты захочешь скомбинировать, тем более проходит время, у тебя какие-то представления об узоре меняются. Ну вот шапка с голубыми елями, это до ВТО, кончики я уже заправила. Сделала я ее чуть-чуть меньше именно в длину. У меня здесь на 2 ряда меньше отворот и на 2 ряда меньше высота шапки, там где нет резинки. Готова одна моя шапка. Вот такая она получилась, очень яркая, мне очень нравится. Был вариант зеленого помпона такого, но остановились на светлом. Вот такой цвет у меня закончился. У меня на отворот идет полностью один моток. На юлке вот этот орнамент у меня ушло 16 грамм. По сути, вся шапка у меня почти 200 грамм, то есть идет 2 мотка. На вот этот узор идет 16 грамм, я отметила. И, в общем-то, у меня ушло 2 мотка вместе с помпоном. Вторая шапка будет у меня вот такой расцветки. Помпон я сделала намного меньше. Это у меня диаметр 5, это у меня диаметр 6. Ну вот как-то... Вообще-то я делала на диаметр 7, получился у меня он сильно большой, и я сантиметр срезала. Но и этот я немного равняла и срезала, поэтому он у меня какой-то тоже маленький, еще меньше получился. В общем, разница существенная. Этот будет однозначно сюда, а этот будет на другую шапку. Шапка эта сохнет, она у меня с голубыми елями, вот такая. Ну и покажу ее позже. Это уже высохло, на голове сидит отлично, очень она мне нравится. Не экономная шапка, я считаю, как бы, потому что получается, ну, больше 2 мотков идет, да. То есть я не удивляюсь, почему шапки, в общем-то, такие стоят недешево. Много идет пряжи на них, плюс тут у меня достаточно простой узор, а есть ведь и 3 цвета, и 4, и 5. Вот. Плюс помпон, который должен быть вот кругленький, аккуратный. Ну, в общем, этим я довольна работой. И вот мое следующее сочетание цветов. Коричневые, вот эти два. Мне кажется, очень красиво будет. И я здесь немного по-другому хочу сделать убавки. Ну, чуть-чуть по-другому. Очень жаль, что не было все-таки вот этого цвета лесного, зеленого. Этот вроде как ярковат для этой шапки. Ну, с другой стороны, почему бы и нет. Мужчины с елками на голове, я думаю, это замечательно. И сейчас еще покажу ту шапку, которая высохла. Уже буду к ней помпон крепить. И хочу показать шапочку. Она уже высохла. Чуть-чуть, может, тут вот на макушке сыровато. Вот такой будет помпон к ней. Она такая сдержанная получилась. Ну, я как бы по возрасту и по всему делала. Вот, потому что яркая шапка — это для очень молодого человека. Это уже для мужчины постарше. Вот. И ту, которую я вяжу, это такой средний как раз возраст. Ну, вот так выглядит изнанка. Вот еще одна изнанка. И теперь поделюсь всеми тонкостями процесса попетельно. Как всегда, делюсь схемой, для того, чтобы и вы могли связать. Мне ничье описание не подошло. Напомню, что я вяжу очень плотно. На спице номер 4 я набрала 92 петли. Значит, в первой шапке я использовала, называется, норвежский набор. В 2 других я обычный набор использовала.
Я провязала 20 рядов до фиксированного отворота. То есть в этих двух шапках у меня фиксированный отворот, в первой нету фиксированного отворота. Значит, 20 рядов до фиксированного отворота, дальше 3 ряда сам фиксированный отворот. Что это значит? Лицевую снимаю, переснимаю нить за работой, изнаночную провязываю, лицевую переснимаю нить за работой, изнаночную провязываю, и так 3 ряда. Дальше 18-19 рядов резинки, и таким образом я вывязываю весь моток. То есть у меня на отворот идет целый моток. Дальше я перехожу на спицы номер 4 и прибавляю 8 петель. Почему 8 петель? Потому что раппорт елочки у меня 10 петель. То есть мне до 100 петель надо набрать 8 петель. То есть 92 плюс 8 будет 100. И я вяжу 3 ряда просто вот светлой нитью, ну или какой-то нитью, но уже без резинки. Дальше я перехожу на вот такой узор, один цвет, другой цвет попеременно. Значит, таким я вяжу 3 ряда. Дальше у меня после этого узора один ряд просто одной нитью, и дальше я перешла на узор елки. На узор елки, это 12 рядов узора елки. Значит, когда я перешла на жаккард, я перешла на спицы номер 5. Значит, тут было 4,5, дальше у меня пошли спицы номер 5. Значит, 12 рядов елки, и дальше я провязала 2 ряда уже спицами 4,5, то есть без узора, и разделила макушку на 6 сегментов. Значит, 2 отрезка у меня было по 16, 2 сегмента у меня было по 16 петель, и 4 сегмента по 17. Через ряд делала убавки. Последние 2 убавки я делала в каждом ряду. И все, и закрыла уже макушку. Значит, вот в этой последней шапке я делала убавки по-другому. Я убрала вот этот узор, который у меня был последний. И вот на месте, то есть в предпоследнем ряду, 11, то есть 12 рядов елки, я в 11 ряду сделала убавку между елками. Прямо вот по центру, вот тут, где вот эта петелька беленькая, вот здесь вот я сделала убавку. Дальше я все так же провязала 2 ряда после узора и опять-таки разделила. В общем, дальше все то же самое. Значит, у меня на отворот ушел целый моток. На вот эти елочки 16 грамм. Вся шапка у меня весит 88-90 грамм. То есть получается, вот этого моточка уходит где-то в районе 30 грамм. Плюс-минус там. И, значит, по помпону. Из всех помпонов, так как вы видите, что я тут разные размеры вот делала, значит, оптимальный размер это 6-7 сантиметров. Значит, на женский, наверное, лучше 7, на мужской лучше 6. Постепенно срезается, то есть какие-то полсантиметра уходят. Значит, на помпон 12-15 грамм хорошо. То есть и сильно много, он тогда тяжелый, его надо сильно пришивать. И если сильно маленький, тоже вроде маловат. В общем, 12-15 грамм идет на помпон. В итоге получается, что вот идет вот такой один моток, и второй моток вместе с помпоном уходит, и на вот этот узор уходит 16 грамм. Вот такая шапка. Еще хочу сказать по поводу сушки. Значит, вот эту шапку я особо не раскладывала, наоборот, я тут разравнивала, чтобы вот эти вот никаких тут сгибов не было. И вот это правильный вариант. То есть первая шапка, я старалась именно кругленько сделать макушку. Вот этих двух шапках, особенно вот в этой, я ее прям раскладывала, вот чтобы сфотографировать
вот так, знаете, вот так, чтобы красиво она легла, и сфотографировать. Получились вот эти заломы, и на голове, когда я одеваю, мне это не нравится, это некрасиво. То есть, может быть, для фотографии это хорошо, но вообще-то лучше этого не делать. Лучше сушить вот так, как сушила первый вариант. Потому что на вот этих двух шапках у меня вот есть эти заломы, особенно вот на этой. Также хочу сказать, что с каждой шапкой протяжки вот эти жаккардовые, изнанка, с каждой шапкой становится все лучше и лучше, то есть увереннее я себя чувствую. Как лучше делать? С фиксированным отворотом, либо с нефиксированным. В этой шапке я не фиксировала отворот. Также это дело вкуса. Напишите мне, какой вариант шапки вам больше понравился. Хотя я вот эту шапку делала тут по рядам у меня немного меньше. И отворот у меня меньше тут на 2 ряда. И высоту шапки я тут делала немного меньше. После стирки они как-то все сравнялись у меня. То есть они все 22 сантиметра в высоту. Немного разные у всех макушки. Это видно. И сидят они немножко разные, по-разному из-за этого. Ну, вот маленький помпон. Это был помпон 5 сантиметров. Плюс я его еще стригла. Ну, как по мне, то он маловат. Вот этот помпон мне нравится больше. В плане стрижки мне, конечно, есть куда стремиться еще, потому что, ну, как-то с глазомером или как, ну, в общем, трудно его стричь. Так его можно сантиметр спокойно достричь. В общем, можно делать помпон 7 сантиметров, и в итоге он получится где-то 6. Если я на какие-то вопросы не ответила, пишите мне в комментариях, пишите, как вам шапки. Я всем поделилась, схемой тоже. Рада буду, если у вас получатся крутые такие новогодние подарки. Очень симпатичные, ваши мужчины будут довольны. И, конечно, самая приятная часть — это как раз предновогодняя такая суета, подарки, украшения, декор домашний. И я хочу, чтобы вы загорелись вот этой предновогодней историей, таким настроением, чтобы именно оно вас вело по жизни, а не какие-то проблемы. Пусть вы будете здоровы, самое главное. И я надеюсь, предновогодняя суета для вас пройдет под знаком такого удовольствия, кайфа. Шапки вязать легче, чем носки, как мне показалось. Ну и я вам желаю хороших таких подарков хендмейдовских, которые, конечно, все оценят, будут вам благодарны. У меня еще остались вот такие цвета. У меня есть желание сделать себе шапку. Очень мне понравились эти елки, но, конечно, с елками я ходить не буду. Это цвет 8912. Мне нравится, например, и вот такой вариант. Да, вот красиво смотрится сочетание. Если добавить это, тоже неплохо, но тогда вроде как голубой лишний. Зеленый я, скорее всего, тут не вижу. А вот коричневый тоже можно добавить. Так. Ну, пожалуй, вот этот самый интересный вариант. Я буду пробовать себе, я обязательно еще свяжу шапку. Не хочу я на этом останавливаться. Для себя я сделаю, конечно, макушку подлиннее. Мне кажется, что для женской шапки будет более длинная макушка предпочтительнее.
Поддерживайте мой канал пальчиком. Пишите мне в комментариях, какие вы любите макушки. Отмечу, что это моя первая шапка без описания. Вот. Ну и до новых встреч. Пока.